Добрый день, друзья! Вы в гостях на канале «Клоновидные яблони» Рената Исаева. Сегодня у нас 16 августа 2020 года. Вы находитесь в моем небольшом, но уютном саду в городе Астрахань. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как нельзя формировать клоновидную яблоню. Как вы могли видеть из моих некоторых видео, я иногда допускаю вид неправильного формирования того или иного клоновидного плодового дерева, а затем в прямом эфире это исправляю и показываю, как на самом деле нужно формировать то или иное плодовое дерево, в частности клоновидную яблоню. Считаю такой формат подачи материала для тех, кто хочет правильно научиться формировать клоновидную яблоню, самым хорошим. Единственный минус заключается в том, что изначально приходится идти на неправильное формирование клоновидной яблони, но это все для того, чтобы вам показать в прямом эфире, как именно нужно вести формирование клоновидной яблони. Как вы все прекрасно знаете, у клоновидной яблони должен быть только один центральный проводник. Ни в коем случае не два или не три. Именно один центральный проводник без боковых ветвей как раз таки и дает вид пирамидального тополя, который мечтают иметь все садоводы-любители, выращивающие клоновидную яблоню. В развитии клоновидной яблони существует два варианта. Первый, когда нарушается верхушечная почка, и у нас начинают усиленно отрастать побеги. Их могут быть 2, 3 или 4. Мы выбираем сильнейший, который самый длинный, и оставляем его, остальные убираем. Соответственно, вот этот оставшийся единственный побег, который мы оставили, он является центральным проводником. Обычная ситуация – это когда у нас идет один центральный проводник, и у него начинают появляться конкуренты, побеги, которые стремятся занять его положение. От них мы должны немедленно избавляться, причем как можно раньше. Именно такой побег я оставил около месяца назад. Сейчас он уже вырос довольно прилично. И вот в прямом эфире я от него избавлюсь, и вы увидите, как нельзя формировать клоновидную яблоню. Итак, перед вами клоновидная яблоня. Одна из 12 моих клоновидных яблонь. Самая, считаю, красивая из всех. Итак, сейчас я вам продемонстрирую основной центральный проводник и конкурирующий с ним проводник, растущий параллельно, от которого мы должны избавиться. То есть вот у нас конкурирующий проводник, видите? Вот он. А вот это основной. И вот от этого конкурирующего проводника мы будем избавляться. Вот видите, какая сейчас ситуация. Вот на этом месте был конкурирующий проводник, мы от него только что избавились. А вот у нас основной центральный. Что я избавился от второго проводника, который хотел стать конкурентом центральному, но мы не дали ему это сделать. Вот специально для вас в прямом эфире я показал, что проводник центральный должен быть один, и от конкурентов мы должны избавляться немедленно. Ну, конечно же, он должен был быть устранен на более ранней стадии, но я специально для вас его вот вырастил, этого конкурента, чтобы потом от него избавиться и показать вам. Так что никогда не допускайте такой ситуации, чтобы у вас было 2 или 3 центральных проводника, только один. Ну давайте теперь покажу с другого ракурса. Вот наша клоновидная яблоня с одним единственным центральным проводником.
Именно такого формирования клоновидной яблони вы должны придерживаться в своем саду. Вести только один центральный проводник. Именно в таком виде с одним центральным проводником наша клоновидная яблоня принимает вид пирамидального тополя. Это классический вариант клоновидной яблони. Ну давайте покажу еще один правильный пример формирования клоновидной яблони, когда у нас идет только один центральный проводник. Ну давайте взглянем еще на одну клоновидную яблоню, также с одним центральным проводником, очень высокую. Ну давайте заключительный пример вам для наглядности. Еще одна клоновидная яблоня трехлетка. Это, напоминаю, были все трехлетки. Итак, на этом мое короткое видео подошло к концу. Я постарался показать вам, как правильно формировать клоновидную яблоню с одним единственным проводником. Ну и заодно показал вам, как не нужно формировать клоновидную яблоню, когда у нее идут два центральных проводника. На этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, вам оно понравилось. Подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.